Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Антон Чехов, и снова четверг, снова 11 часов по Нью-Йорку, и мы встречаемся в одно и то же время во всех самых популярных группах по Амазону и на Ютубе и Фейсбуке. Мы встречаемся в шоу «Безос курит». Это шоу посвящено Amazon предпринимателям и e-commerce бизнесу, и сегодня у нас очень классный герой, или, сказать, героиня, Лада Хазанов. Лада, привет. Привет. Спасибо, что пришла. Давайте я немножко представлю. У нас вчера мы сделали анонс. Анонс собрал больше 2000 просмотров. Было множество комментариев. И вот Лада мне перед эфиром сказала, что даже ей в личные сообщения уже написали, что ждут и хотят послушать этот эфир и узнать, может быть, какие-то возможности для себя по трудоустройству. Сегодня мы будем говорить про работу. Эфир называется «Работа на Amazon», но, конечно, это не в прямом смысле на Amazon, да, а это в компаниях, которые занимаются Amazon бизнесом. И, разумеется, если вы начали уже какой-то бизнес на Амазоне, или, может быть, у вас что-то не получается, или вы только в самом начале, и у вас нет еще полной загрузки, кто-то вообще работает на какой-то другой работе и совмещает это все с Amazon бизнесом, так или иначе, эта программа будет полезна для вас, потому что здесь мы будем рассказывать, как найти работу в компаниях, которые занимаются e-commerce бизнесом. Сегодня мы, и Лада, и я представим вам реальные вакансии, которые существуют на сегодняшний день. Мы поговорим о том, что нужно для того, чтобы трудоустроиться. Вот. И, разумеется, покажем какие-то наработки. Вы можете задавать свои вопросы в любой группе, где бы вы не видели этот эфир. Все комментарии собираются под этим постом, я их вижу здесь в личном кабинете, и я буду их с удовольствием задавать Ладе, а Лада, соответственно, вам будет отвечать, я надеюсь, искренне, честно и без злого умысла. Да, Лада? Конечно. Как у тебя дела? Скажи мне, пожалуйста, где ты сейчас находишься? Все отлично. Вчера мы приехали в Закарпатье, потрясающее место здесь среди гор. Буквально полчаса назад спешились, как правильно говорится, с лошадей, брали уроки верховой езды. Класс. Да. Я знаю, что вы с Пашей, как вы себя называете? Digital Nomad. Digital Nomad. Цифровые кочевники, да? Да. То есть люди без определенного места жительства. Ну, примерно так, да? Да, так и есть. Расскажи мне и немножко для всех, в чем ваша идеология и как долго вы этим занимаетесь? Идеология в том, что мы, примерно каждые 3 месяца до карантина, до всего этого переезжали с места на место, из страны в страну. То есть мы путешествуем и живем в разных странах, совмещая все это с работой. То есть это не чисто путешествие или только работа, у нас вот все вместе, все так перемешано. 2-й год Второй в год. таком И сколько образе стран вы жизни, уже да. поменяли? Ну, я слышал, вы в Болгарии жили, в Израиле жили. Сейчас вы где? Сейчас вы С Израиля мы начинали. Последний год мы сильно не путешествовали из-за того, что были закрыты границы, и из-за того, что у нас маленький ребенок, немножко была сложная логистика в последний момент все решать, куда лучше ехать, поэтому мы большую часть времени провели в Болгарии. И вот сейчас мы в Украине, были в Одессе и решили немножко вот попутешествовать по Западной Украине. Мгм. Также были в Румынии, в Грузии жили еще. В Румынии и в Грузии. Окей. Ну, пока только тот континент, в какие-то азиатские страны вы не едете, да, или в Америку, нет? Еще не успели. Не успели. В Америку виза открыта, тоже не успели просто. Хорошо, если соберетесь, приезжайте, буду рад вас видеть, буду рад с вами лично встретиться, познакомиться, пообщаться. Давайте тогда перейдем непосредственно к той теме, по которой собрались, потому что у меня очень много вопросов, и я уверен, что у людей, которые нас смотрят, тоже будут вопросы. Не стесняйтесь их задавать. Вот кто-то написал, что будет ли запись. Запись, безусловно, будет, но если вы нас не смотрите в прямом эфире, то вы очень много потеряли, потому что обратно не вернешь. Давай так. Насколько я понял, ты пришла в сферу HR благодаря тому, что твой муж Amazon предприниматель, вы с ним вместе делаете Amazon бизнес, и когда вам в вашу компанию понадобились какие-то люди, ты начала этим заниматься и постепенно затянулась. Так? Да, все верно. Мы начинали вместе наш бизнес, вместе с нуля все делали, строили собственноручно. Вот, и да, когда бизнес дошел до определенных оборотов и нужно было
какая-то помощь, мы пришли к пониманию, что нужны сотрудники. Были попытки нанять сотрудников вот просто друзей, каких-то знакомых по рекомендациям, то есть вот не зная всего этого процесса, была масса ошибок, потраченного времени, вот, и после этого пришли к пониманию к тому, что нам нужна помощь профессионала. Я закончила курсы и постепенно после этого уже набрала наших первых сотрудников, и после этого уже стала, вот последний год занимаюсь подбором сотрудников для компаний израильских и американских. Мгм. Хорошо. Скажи мне тогда, ну, вот знаешь, говорят, что я работал с компанией Дональда Трампа, и тогда это считается, что у тебя большой успех, ну, типа, ты крутой. С кем из самых известных Amazon компаний, может быть, ты работала, кому ты искала сотрудников, если это не секрет? Ну, компании я особо не оглашаю, потому что есть конкуренция. Вот, но могу сказать, что работала с продавцами, у которых обороты в год 10-20 миллионов. 10-20 миллионов долларов, не гривен. Да, нет, не гривен. 10 миллионов долларов, значит, это уже крупно. Давай тогда Да. поэтапно. Ты хочешь, чтобы я включил презентацию, или ты пока сама расскажешь? Могу немножко начать Давай, рассказывать, давай, и потом рассказывай. перейдем к презентации. Хотела бы для начала рассказать вообще, почему появилась идея провести и рассказать более подробно. А, 3 года назад, когда я только начинала поиск сотрудников, на сайтах по поиску работы вообще понятия, допустим, PPC Amazon или Amazon Account Manager, такого просто не существовало. Не было таких людей, которые это делали. Мы нанимали людей и обучали их с нуля. Сейчас рынок очень изменился, и постепенно появляются новые сотрудники. Но Мгм. при всем при этом компаний, которые вот за это время поднялись и раскрутились, именно если мы говорим об агентствах или больших продавцах, их гораздо больше, особенно если мы берем американский рынок. И потом, я думаю, покажем в презентации. У меня есть скриншот только из LinkedIn, сколько сейчас ищет человек вакансии для Амазона. Давай я сразу включу, наверное, Давай, презентацию, да, и мы по ней хорошо. пройдемся. Я просто перескочила на второй слайд сразу. Да, да, Можешь второй сразу включить, а потом мы на первый вернемся. да, конечно, без проблем. Сейчас, Да, секундочку. спасибо. Это Да, первый. Да, да, вот, буквально вот неделю назад я этот скриншот сделала, вот чисто просто по поиску в своем аккаунте. 61 тысяча результатов — это только вот по тому, сколько людей ищет для «Амазона» каких-то специалистов. Это только по Америке, только вот по этому поиску. 61 мгм, тысяча. То есть спрос на эти вакансии просто огромен, и специалистов, хороших специалистов их практически нет, особенно если говорить о специалистах с опытом в «Амазоне». мгм. Какая же выгода для тех, кто, возможно, открыл свой бизнес или думает открыть свой бизнес? Насколько я знаю из своего опыта, из опыта знакомых, которые открывали бизнес или ведут небольшие бизнесы, получается такая ситуация, что человек начинает свой бизнес в «Амазоне», вкладывает свои деньги, вкладывает свое время, деньги на каком-то этапе заканчиваются, бизнес еще не приносит достаточно, чтобы все эти деньги вытягивать или хотя бы частично брать эти деньги для жизни. Получается, что нужно перевкладывать деньги, чтобы бизнес как-то рос, чтобы покупать дополнительные, запускать дополнительные продукты или хотя бы просто расширять сток. Плюс, если мы хотим еще расширять деньги, еще нужно больше их. И получается, что человек все равно продолжает где-то работать, потому что он не может всецело погрузиться в этот бизнес, уйти, ну, как бы просто не хватает средств. Мгм. И в связи с этим получается, что Amazon специальности, такие как PPC тот же или аккаунт-менеджер, они становятся вот возможностью человека, который не может полностью еще работать на себя, но ему интересна эта сфера, он может почерпнуть отсюда максимум, потому что, приходя в какую-то крупную компанию, он может работать с неограниченными фактически бюджетами, он может пробовать то, что он никогда не попробует в своем бизнесе, опять же, потому что у него просто нет таких бюджетов. Мгм. И это, я считаю, что одно из преимуществ именно для тех, кто вот имеет как-то один-два продукта у него, там это занимает 30 минут
час в Ну, день. когда новый, молодой ты Ну, молодые, предприниматель, да, только или начинаешь, да, небольшие, да, да. и чтобы Либо тебе идти работать в офис или там куда-нибудь еще, ты можешь не только продавать свой товар, но и еще работать, попутно набираясь навыков. Правильно понимаю? Да, верно. Либо другой вариант, когда человек понимает, ну, бизнес это не мое, попробовал, не получилось, но Amazon все-таки мне нравится и хочется в этом деле продолжать. Вот как раз-таки Amazon специальности– это идеальный вариант, чтобы оставаться в этой сфере, чтобы развиваться, неплохо зарабатывать. Дальше мы поговорим в конце о ценах, о зарплатах, которые возможны, Да, которые не есть на этом переключайтесь, рынке. у нас сейчас будут еще и вакансии. Да. Мгм. И вакансии, да, все постепенно. Поэтому вот такие 2 преимущества именно для людей, которые интересуются «Амазоном». Это совершенно, на мой взгляд, новый рынок и очень перспективный рынок, куда стоит заходить и вот прямо сейчас набираться опыта, и, чтобы, Мгм. разбираться. Да, можешь включить первый слайд, вернуться? Да, давай. Мгм. Давай. Здесь я составила список основных специальностей, которые вот, постоянно у меня пользуются спросом, и постоянно я кого-то ищу. Серым я выделила те специальности, которые, на мой взгляд, они вот больше всего подходят людям, которые либо со своим бизнесом, либо они вот просто хотят в этой сфере быть. Потому что, ну, понятно, что график, дизайнер, СММщик– это немножко сфера Ну, схожая, да, удаленная. она рядом с «Амазоном», но не обязательно на «Амазон», Ну да? да, это более как бы специфические знания нужны. А вот то, что касается техподдержки, customer support, Customer то, что support. касается Мгм. аккаунт-менеджера для private label, колл-центр, если хороший английский, PPC-специалисты, продукт-ресерчеры, которые находят продукты для private label. Это те специальности, которые вот, в которых можно расти, развиваться, в которых можно переходить с вакансии на вакансию. Вот, кстати, сейчас приведу пример интересный. Буквально на днях взяли в команду девушку, которая начинала Amazon 7 лет назад, причем она начинала просто как наемный работник, она не была бизнесменом, она пришла как customer support, ее взяли, ее обучали, и сейчас она работает на должности аккаунт-менеджера. То есть она за 7 лет дошла до того, что, в принципе, человек, даже который не связан с бизнесом, всецело может вести серьезные аккаунты по private label. Мгм. Но при этом она сама не продает. Она не продает, она вот именно как наемный работник, то есть у нее даже бизнеса никогда своего не было. Просто Отлично. интересный вариант, что можно не обязательно сразу начинать, если я хочу в Amazon, значит, мне нужно вот там PPC Мгм. или что-то более серьезное, можно начать с чего-то малого и постепенно двигаться, брать какие-то курсы, обучаться постоянно и таким образом продвигаться. Так, давай дальше тогда по слайдам, да, вот третий слайд. Требования, да? Мгм. Это основные требования, в принципе, для всех вакансий, которые у меня есть. Это английский язык B1, B2– это средний уровень английского языка, ну, хотя бы, чтобы можно было переписываться с поддержкой, переписываться с клиентами. Если мы говорим о трудоустройстве в американские компании, английский должен быть выше, чем B2, ну или B2 такой уверенный английский, разговорный, грамотный, письменный, потому что очень часто прям жалко бывает, классные кандидаты, и они из-за того, что у них английский слабенький, они так теряются на собеседованиях, и как Мгм. я им не стараюсь помочь и убедить вот заказчика, что ну дайте ему шанс, пожалуйста, потому что он классный специалист, ему просто нужно подтянуть английский, но сложно. Вот, поэтому английский очень нужен, и как бы чем выше английский, тем больше шансов устроиться в крутую компанию, будем так говорить. Эм, Далее, опыт работы на аналогичной должности, это не обязательно должен быть Amazon, это может быть какие-то смежные сферы, к примеру, если мы говорим о Product Researcher, это может быть работа в какой-то логистической компании, работа с базами данных, то есть где-то, где вы применяли свои навыки обработки информации, поиска информации, структурирования информации, такого образа. Если мы говорим о PPC, для тех компаний, которые готовы взять новичка вот прям с нуля, обучать его в PPC, то это достаточно опыта в Google или Facebook, например. Мгм. Такого плана. Ну, какие-то Ну базовые и навыки в Google AdWords, да? да, базовые навыки, ну, как базовые, то есть тоже там год, 2, 3 должны быть опыта работы в этой сфере. Значит, это не базовые навыки, то есть я туда никак не пройду. Ну, базовые навыки в смысле понимания хотя бы должно быть рекламы. Мгм. Умение, желание, возможность работать удаленно. Почему сюда вписала? Потому что, ну,
из опыта, опять же, не каждый, кто хочет, может действительно себя организовать и настроиться и работать. Должна быть и возможность, хороший интернет, условия дома, чтобы никто не отвлекал. Я лично просто при собеседованиях всегда задаю эти вопросы, всегда на это смотрю, поэтому это просто вот, Слушай, у на меня заметку. здесь вопрос. Вот я слышал, что тех, кто в компании Apple, тех, кого перевели в коронавирус на дистанционную работу, сейчас их пытаются вернуть обратно в офис для типа увеличения продуктивности. Вот, но они пишут заявление об увольнении, потому что уже все привыкли на удаленке работать. То есть есть те, кто не хочет работать на удаленке, или как это? Конечно, есть. Да, есть те, кто прям вот хочет в костюмчике в офис, да? Да, да. Супер. Есть, которым нужно коллективы, чтобы вот над ними был начальник, чтобы они пришли, сели, отработали, ушли, и все. Окей. Да, да. Хорошо, тогда вопрос. Американские компании, если мы говорим про них, принимают больше на удаленку или все-таки в офис? Я не могу сказать в процентах, но заказывают очень много вакансий, и у них такая ситуация, что они раньше работали только с индусами и с филиппинцами. Вот. Удаленно, значит. И Ага. удаленно, да. Но с индусами и филиппинцами их не хватает, вот как они говорят, какой-то смекалки, чтобы человек проявлял инициативу, чтобы он был более творческий, более ответственный. Мгм. Вот. И, ну, будем говорить, в наших людях, вот, со стран СНГ это действительно можно найти, и поэтому вот сейчас эта сфера Вспоминается развивается. фильм один, там было, говорится, а вот там Паша, Вика, там это, они все креативщики, да? Я думаю, они нормальные люди, знаешь? Ну, то есть, Один у меня был, да, был один заказчик, он очень сомневался, началось с того, что он хотел вообще, чтобы я руководила каким-то его офисом в Киеве, а я сказала, я этим не занимаюсь, я могу тебе найти классных сотрудников, но они будут у тебя работать удаленно, он тоже так долго сомневался, но в итоге остался довольный. ну, отлично. Так, давай Да. дальше. Давай дальше. Сделала подборку нескольких вакансий, которые наиболее актуальны. Кстати, вот Amazon PPC – это пример описания, да, требования, то, что у меня сейчас вот идет, то, что мы сейчас То есть подбираем. сейчас мы как раз говорим про вот те вакансии, которые у тебя есть. У тебя есть сейчас кому-то нужен PPC-шник, да? Да, да, кому-то нужен PPC-шник в одно американское агентство, достаточно крупное, у них там прям вот идет набор постоянных сотрудников. Вот, и вот эти требования – это как раз вот требования этого агентства. То есть требования иногда бывают ниже, иногда достаточно года работы, полгода работы, как я говорила, иногда готовы взять сотрудника, которого будут сами обучать, как мы это делали, как делал Павел, мой муж. Вот, то есть Ну, в то есть данной вакансии, в данном случае мы говорим, это реальные требования той компании, в которой сейчас требуется да, Amazon это PPC. реальные требования, да. И 2-3 года если опыта. мы найдем сейчас в режиме прямого эфира человека, который соответствует этим критериям, то он может написать тебе, и уже завтра он выйдет на работу. Правильно понимаю? Ну, послезавтра. Ну, не все так просто. Написать, конечно, может, и не завтра, а даже сегодня. Ага. Но после того, как ко мне попадают сопроводительные письма и резюме эти, конечно, я же просматриваю сначала, подходящим людям мы отправляем тестовые задания. Мгм. И после того, как человек успешно справился с тестовым заданием, мы уже назначаем собеседование непосредственно с руководителем компании и со мной. Окей. Тогда давай я немножко прочитаю для того, чтобы, может быть, Давай, более, ну, возникнут у меня какие-то вопросы. Так, первый хорошо. пункт. 2-3 years experience successfully management Amazon Ads, то есть опыт управления Amazon Ads 2-3 года. А вот здесь написано experience successfully, то есть успешный опыт. А что значит успешный опыт? Это АКОС ниже или выше? Или о чем здесь говорится? Ну, я признаюсь, в терминологии не сильно сильна, Окей. как бы в PPC, поэтому то, что касается технических вопросов, я всегда оставляю на заказчика, на его Ну, то есть эксперта. какие вопросы Ну, он будет имеется, задавать? да, имеется в виду, что, ну, человека он как бы
должен показать, что он достиг каких-то результатов, то есть не потратил все деньги, не слил все деньги свои или вывел товар, да, на определенный уровень, или сделал определенное количество продаж за месяц или за год. То есть, ну, какие-то должны быть цифры. Окей, хорошо. Не просто, что у меня хороший опыт, а это должно быть показано в наглядных цифрах, в сопроводительном письме или в резюме. Окей. English level B2 or higher, ну, то есть это хороший английский. Да. Ну, B2 на самом деле это не вот тебе хороший английский, это вот типа, ну, то есть ты, чтобы немножко я твоя понимать. Ну, средний, да. Да. Knowledge of Amazon ads with a proven record of increased sales is a must. То есть знание в Amazon Ads, как усовершенствовать и увеличить продажи. Ну, это, собственно, наверное, к вопросу к первому, да, то есть как сделать Amazon PPC более эффективной компанией, наверное. Я думаю, что здесь вопрос именно об этом. No industry tools for keywords research like Helium. Ну, то есть нужно знать Helium. Да, может быть, что-то еще какие-то. Кстати, скажи мне, пожалуйста, вот в этом вопросе все американские компании пользуются Helium, а вот там типа Sellerboard или что-то наши какие-то софты они используют или не очень? Или все упираются в Helium? Я, честно говоря, не знаю, что они внутренне используют. Я в такие подробности не вдаюсь, потому что лично я не могу быть экспертом. Я понимаю, я просто не могу быть экспертом в каждой сфере, вот вглубь копать ее, поэтому... Окей, no problem. Я тебе не буду тогда такие вопросы задавать. Experience with Seller Central, advertising reports and making e-commerce based on data. Ну, то есть это, понятно, нужно Seller Central репорты выгружать и просто понимать их. Understand what optimized listing look like. Как оптимизировать, понимать, как оптимизировать листинги, able to make suggestions to clients on improving listing, то есть сделать какие-то предложения для клиента и как усовершенствовать листинги. Ну, то есть это и создание, наверное, на основе PPC, там какие-то ключевые запросы и усовершенствование листинга на Amazon. Familiar with bid management, key metrics such as session, conversion и CTR. Ну, это примерно то же самое. И о чем мы говорили выше. И have experience in created sports products, sponsor brands and sports and display ads, keyword research. Ну, иметь опыт с различными вот этими программами внутри Амазона. Собственно, здесь, мне кажется, все понятно и логично. Это вот реальные вакансии, реальные требования от американской компании, которые нужен сейчас Amazon PPC специалист. Я правильно понимаю, да? Да. То есть если кто-то считает, что он подходит под эти требования, либо просто хочет попробоваться, то пожалуйста. В принципе, даже, да. Ага. Скажи мне, пожалуйста, что они должны предоставить? То есть обычно, ну, то есть раньше было это резюме, сейчас, я так понимаю, это correctum vitae, то есть когда там письмо делается, да, там на полстранички, почему я такой замечательный, и дальше уже предоставляется отдельное резюме. Так должно быть? Не обязательно письмо, достаточно резюме. Конечно, приятно читать, когда присылают нестандартные обращения, когда, знаешь, dear sir, madams, некоторые вот пишут такое, когда, ну, пару строк хотя бы человек там написал о себе, что, ну, увидел вашу вакансию, прослушал ваш эфир, там, вот, заинтересовался, и вот мое резюме, пожалуйста, посмотрите. Ну, хотя бы в таком случае, ну, это просто как бы приятно, да, какое-то присутствие человеческого фактора. Ну, мне кажется, это повышает значительно возможность на трудоустройство, если ты пишешь письмо и обращаешься к конкретному работодателю, ну, типа, вот здравствуйте, я вот готов там и пробежаться условно в этом письме по каким-то пунктам и на чем-то заострить внимание. Мне кажется, так это безусловно помогает, когда человек не просто вот сухо отвечает, и когда есть какая-то отдача в письмах, вот просто немножко не в тему, просто расскажу пример, тоже был у нас
графический дизайнер, если я не ошибаюсь. Мы его сначала не хотели брать, потому что немножко он не дотягивал до нужного уровня, и в конце я ему написала, ну, извините, так и так, в общем, немножко вы не тянете. И тут он мне присылает какие-то еще свои работы, там, сайты, еще чего-то, говорит, а вот посмотрите, я умею, я готова. Это я такая, ну, отсылаю, слушайте, посмотрите, он такие классные вещи делает, но, может, все-таки дадим шанс, и мы его взяли в итоге. Что это к чему я говорю? К тому, что очень важно действительно личностный подход, личностное отношение, вот и написать иногда, спросить что-то. Вот, Ну и это желание человека самого найти работу, а не то, что вот я да. тут пуп небесный, возьмите мое резюме, а если вы меня не приняли, то вы сам козел называется. Ну Да? вот такие, к сожалению, тоже бывают, и приходится вежливо, конечно, отвечать, но понятно, что я же тоже живой человек и сижу по ту сторону экрана, и ну, я сама по себе человек, который очень любит помогать другим, и я безумно радуюсь, когда кто-то находит работу, и я обязательно потом человеку пишу, ну как дела, как все ли хорошо, все в порядке, и когда да, я вижу, что все довольны, ну у меня аж прям бальзам на душу. Слушай, прежде чем мы перейдем там, к следующему пункту и к вопросам о заработной плате, у меня к тебе вопрос вот какой. Скажи мне, пожалуйста, то есть Amazon PPC специалист – это все-таки, мне кажется, больше айтишная должность, и, соответственно, уровень заработной платы в американских компаниях должен быть, ну, то есть начиная от $100 тысяч в год. Это так или нет? 100 тысяч – это сколько в месяц? 100 тысяч У – это меня помесячно идет. примерно 7-8 тысяч в месяц. Или нет? Или это все-таки дистанционная работа, фрилансер за $1000 в год? Смотри, в Америке, наверное, это так, но как бы, ну, будем говорить прямо, почему обращаются, почему предпочитают искать компании иностранные, допустим, в странах СНГ, потому что здесь зарплаты ниже, уровень немножко цен всего ниже, поэтому здесь можно предложить зарплату, ну, выше рыночной здесь, да, но Сейчас ниже... перейдем уже сразу к зарплатам или нет? Или Что-что? мы сейчас перейдем к зарплатам, или у нас еще какой-то вопрос перед зарплатами? Мне просто интересно, слушай, да? Ну, там еще было 2 вакансии, можем посмотреть, как хочешь, можно Да. не смотреть. Ну, давай посмотрим. Тогда извини, пожалуйста, я тебя перебил, не на ту мысль наставил. Надо сначала про вакансии. Давай, следующее. Аккаунт-менеджер у нас есть. Вот, да, это еще один пример вот вакансии, которую мы буквально закрыли на днях. Ну, возможно, она у меня откроется еще в ближайшие дни, потому что это одна из таких востребованных вакансий. Обращу внимание, что мы говорим именно о private label, потому что аккаунт-менеджеров очень много, но в основном они все работают на ну, по другим системам. На private label мы обычно рассматриваем людей именно с опытом в этой сфере, то есть 2-3 года хотя бы. Почему так много? Потому что, ну, пока человек сам это не сделает, пока он свои ошибки не сделает, ну, опыт он не получит. Потому что, ну, Это сам как раз понимаешь. вот та история, когда если ты зашел со своим товаром, у тебя или не получилось, или пока все слабенько, то, пожалуйста, вот возьми еще вот что-то такое, да? Ну, на самом деле желательно, чтобы получилось, потому что же мы как бы человека ищем, которому сможем доверить вести бизнес или какой-то проект или бренд, и доверять человеку, у которого, ну, совсем ничего не получилось, и у него вот только негативный опыт, ну, немножко Подожди. страшновато. В американских компаниях говорится следующее. Если у тебя есть 10 ошибок и всего одна успешная история, то ты нам подходишь значительно больше, чем если у тебя 10 успешных историй и одна ошибка. Ну, я немножко по-другому на это смотрю, на самом деле. Ага. Ну, расскажи, как ты смотришь, потому что мне Во-первых, ну, смотря интересно. какая ошибка и смотря какие успешные истории. Может быть, там действительно такая успешная история, что она стоит всех тех ошибок. Окей, Понимаешь? Все окей. очень индивидуально. Хорошо, Поэтому я ладно. бы всех не равняла, да. Ну, аккаунт-менеджер 2-3 года, понятно, аналитическое творческое мышление, способны самообучаться, коммуникабельны, дипломатичны, мультизадачны, ну и так далее. Ну, здесь мне, в принципе, здесь все понятно. Я думаю, что... Но такой вакансии пока нет, но она достаточно востребованная, да? Да, она может открыться. Окей, хорошо. Следующее. И Amazon Product Researcher. Это тоже
это взято тоже с реальной вакансии, да, которая когда у тебя была, вот, и мы можем про них пробежаться по реальным требованиям, да? Да, можем взять. И просто вот почему я эту вакансию решила взять, потому что вот именно на эту должность можно взять человека, который не работал вообще в Амазоне, который, если Вот, вот, это вообще отлично. понимаешь, То есть для да, совершенно новеньких людей, да, и кого можно обучить. Так? если у него, да, если его знания и навыки какие-то на прежних должностях, на прежней работе они подходят, и он сделает тестовое задание, то вот это должность, с которой действительно можно начать и зайти, чтобы в Амазон. Ну, мне вот это было бы крайне интересно, потому что researcher — это то, в чем я очень слаб, я вообще не понимаю, как это нужно делать. Да, мы все знаем про там Helium или еще какие-то штуки, как сделать ресерч. Мы все учились на курсах Игоря Кустова, дай бог ему здоровья, лет 5 назад, да, вот, и сколько там, 10 лет назад. Вот, но, тем не менее, как ресерчить под Amazon, для меня это всегда было большой загадкой, и мне кажется, там изменения происходят не то, что каждый день, а каждые 15 минут. Тем не менее, давай пройдемся по пунктам, которые требуются. English well enough to lead correspondence completely, upper intermediate and higher. Ну, то есть здесь говорится про хороший английский, upper intermediate или выше. Ну, выше только advanced, но это уже совсем, то есть нужно быть Свободным. как носитель языка, мне даже сказал, да? Ну, upper intermediate это Ну, вот, upper intermediate это то же самое B2 на самом деле. да? Ну, может быть, Да, окей. да. Okay. Experience is leading negotiation with large and small suppliers. Вот это здесь о чем говорится? Ну, то есть как искать маленьких и больших производителей? Ну, то есть Это работа с поставщиками какими-то крупными, это может быть заводы или какие-то небольшие поставщики на налаживание контактов, но это может быть не сфера Амазона, вот как я говорила, это может быть просто логистическая компания какая-то абсолютно с другой то есть сферы. researcher ищет еще и производителей, да? Он не только анализирует товары, но он еще ищет производителей, да? Конкретно вот в этой вакансии, с которой я взяла, здесь была вот запрос такой, да, чтобы человек мог, Он еще мог искать производителей, а не только анализировать. да, он мог находить, он мог с ними договариваться о сотрудничестве, то есть тут, да. Я понял, окей. An analytic mind, то есть аналитическое мышление, diligent and able to analyze a large amounts of information for 8 hours a day. Слушай, это точно русские писали? Точно американцы писали или русские? Это американцы. Да? Просто в Америке писается 8 hours per day, а не a day. Тогда мне... Ну, не все. Окей, направлю. Ну, то есть это возможность обрабатывать большой объем Больше часов. информации и Мгм. работать 8 часов в день. Мгм. И это, я так понимаю, вакансия из расчета, чтобы человек работал в офисе, и если 8 часов в день, то по часам, а не головой, да? Ну, то есть вот он прям сидел аналитикой. Не обязательно в офисе, это тоже удаленная вакансия, ну, Ага, поэтому работать он может откуда угодно. ага, Как правило, у компаний, кто работает с удаленными сотрудниками, у них есть программы, которые мониторят успеваемость, которые качество ага, работы, такие ага, как вот у нас в компаниях есть Time Doctor, есть ага, другие, знаю, их много. мгм. Вот. Ну, просто суть в том, что человек подключается к этой программе, и он отмечает, когда он начинает работать. И, ну, как правило, Слушай, да, ресерчерам платят по часам, да, а не за не нет, за результат? нет, это у меня вакансия тоже была на ставку. То Ну, есть то есть бывает чисто ставка, бывает ставка плюс какие-то проценты. Ну, опять же, все зависит от того, от заказчика. такая себе, знаешь, история. Ресерчера взять на ставку. То есть вот он месяц ресерчил, ничего не нашел, и ты ему заплатил зарплату. Ну, да? Ну, Или нет? должен быть хороший режиссёрчик, да. Окей, хорошо, ладно. No foreign Поэтому languages in addition to English. Ну, то есть дополнительные какие-то мгм, языки, кроме английского. А, а украинский или русский это актуально? Ну, меньше. Больше испанский, китайский, китайского попробую еще найти.
английский, может быть, если там, допустим, селлер, который с Европой работает, Okay. может быть, французский. Self-organized and able to work online, то есть самоорганизованный и способный работать онлайн. Can make reports on the work performed, то есть нужно уметь делать специальные отчеты. Are good at office program, умение работать с офисными программами, и good business correspondent and have some experience in it. Ну, окей. В общем-то, ничего нового. Такие вакансии, вот как Amazon, Product Researcher, ты говоришь, это под PL и довольно часто появляются, да? Да, это одна из тоже таких, в принципе, популярных, можно сказать. Окей. А скажи мне, пожалуйста, а под wholesale есть аналогичные вакансии? Ну, потому что, мне кажется, под PL ресерчить надо меньше, чем под под такие модели, как wholesale, потому что PL, ну, как бы, ну, сколько ты наресерчил и запускай, пока ты там запустишь. А wholesale нужно делать ресерч каждый день. Или нет? Ну, вакансия может появиться в любой момент, просто мне пока не попадались, будем так говорить. Окей, хорошо. Пока работала только с Private Label. Это, ну, то, что пользуется спросом, и то, что вот нужно людям. Окей, все. О, теперь следующее, зарплаты, да, появились? Да. Ну, давай, рассказывай тогда. Зарплаты. Здесь я написала диапазон, опять же, это не от минимума, но не до максимума, но как бы зарплаты Ну, это хорошие. среднее, Ну, давай, которое есть, да, да? прокомментирую. Вот PPC $700, это если мы говорим о человеке, который пришел без опыта на джуниора, то есть он будет, скорее всего, обучаться, ему, скорее всего, дадут курсы, с ним будут еще там сидеть пару месяцев и обучать и помогать. Вот, ну, это как бы вот $700-800, то, с чего он сейчас может начать работу. 2500, тоже речь идет о как раз-таки вот PPC-специалистах с опытом 2-3 года и выше, с очень хорошим английским, с опытом работы со всеми видами рекламы. Вот на такую зарплату можно рассчитывать. Я думаю, что есть и выше, но... Вот текущая твоя вакансия, которая про PPC-специалиста, она подразумевает какую заработную плату? Там зарплата по итогам собеседования, но она тоже достаточно высокая. Ну, я понимаю, что по итогам собеседования, но все равно есть какое-то понимание. То есть они ищут совсем джуниоров, как я, за Нет, 70. они ищут вот от 2-3 года опыта работы, то, что вот в описании было, да, ну и зарплаты там выше 2000. Выше $2000. Да. Окей, супер. Аккаунт-менеджер 1000-3000, продукт researcher это $800, и просто везде написан диапазон, а здесь $800. Это стандартная зарплата, ну, типа, на больше не мечтайте, да? Или как? То, что мне пока что встречалось, $800-900, но, опять же, всегда можно обсудить повышение, обговорить это, ну, как бы заказчики обычно тоже, они достаточно адекватные люди, они там не жмотятся за каждые $100, поэтому если человек себя показывает на собеседовании как реально классный специалист и говорит, ну, окей, как бы $800 это хорошо, но я бы хотела через полгода обсудить повышение, это тоже вполне нормально, но не стоит этого делать в начале, потому что, опять же, вот такие попадаются, что когда, знаешь, человек прислал резюме, еще не сделал тестовое задание, еще вообще ничего я о нем не знаю, он говорит, что я там менее чем за 2,5 даже рассматривать них не собираюсь. Слушай, а скажи мне, пожалуйста, тогда у меня просто со стороны ресерчера. Тестовое задание для ресерчера – это найти товар под PL или как? Нет, тестовые задания для тех, кто без опыта в Амазоне, они сделаны, направлены на то, чтобы просто проверить какие-то базовые навыки, опять же, как человек может анализировать информацию или найти что-то по заданным параметрам. Да, ну или пример вот конкретно с вакансией, которую мы рассматривали по ресерчеру, там была немножко у меня другая ситуация. Мы сначала делали собеседование, а потом человек делал тестовое задание, потому что ну, заказчик не хотел раскрывать свои продукты, и тестовое задание, оно включало обучение, там около 5 часов, вот, и, то есть, как бы тоже рассчитывалось на то, что человек, скорее всего, в Амазоне, он без опыта, но он пройдет какое-то обучение вот эти 5 часов, и он сможет сделать какое-то простое задание после этого. То есть проверялись навыки, как человек может обучаться и быстро схватывать информацию, и как он может вот, применять эту информацию сразу на практике. Я понял. Вот, но если, да.
Смотри, и последняя вакансия у нас customer support, то есть это от 700 до 1500. Насколько я знаю, все наши даже крупные там украинские амазонщики, есть там сколько, три группы customer support, которые работают, ну, 8-8-8, да, то есть они берут кого-то там с Дальнего Востока или какого-то индуса, ну, там, или пакистанца, они берут из временной зоны Украины и берут какого-то американца для того, чтобы покрыть все 24 часа. Ну, то есть по 8 часов разделить customer support. Это так, да? У некоторых, да, но то, что касается вот моих вакансий, которые мне приходилось подбирать, обычно требования работы где-то с 3-4 вечера, ну, вот если по Украине, по России говорить, Мгм. до 10, 11, 12, ну, где-то, то есть это вечернее время, но не Американское ночное. рабочее время, я так понимаю. То есть с утра, когда у вас в Украине 3, у нас в Нью-Йорке 8 утра. Да, да, Соответственно, с верно. 8 утра там до 5 где-то примерно. Ну, то есть это... Да, ну да, но есть люди, которым комфортно работать вечером, они сделали свои дела и как бы абсолютно спокойно сидят вечером, работают. Мгм. Поэтому как бы это тоже, конечно, мы учитываем и спрашиваем на собеседовании. Э, Ну, вот, да. скажи мне, пожалуйста, вот это вот, если про customer support, они работают, ну, то есть нужен английский, и как это осуществляется? Ну, вот customer support под Amazon, я просто не очень себе это представляю. То есть нужно писать e-mail покупателям, что вам не понравилось с товаром, или там отвечать на вопросы отзывов, или еще что? Ну, что они делают реально? Ну, с кастомером же невозможно связаться, ну, то есть это прямого диалога же нету, или как? Мгм. Да, я поняла. На самом деле диапазон тоже очень большой. Если мы говорим о customer support, где $700-800 ставка, то это, скорее всего, человек, который просто работает чисто на переписках, он отвечает на вопросы, которые приходят в Seller Center, он может комментировать отзывы, которые на листингах оставляют клиенты, ну, как бы это вот, и на вопросы отвечать тоже, которые на листингах оставляют, на Мгм. reviews и на вопросы. Это основные задачи. Если мы говорим о зарплатах, которые вот выше $1000, то это, скорее всего, уже будет customer support, который включает телефонные разговоры. Человеку дается номер, подсоединяет его там через какую-то программу, и, возможно, ему нужно будет, или ему могут звонить, или он должен будет позвонить. Ну, скорее всего, ему звонят, и он Мгм. еще с людьми будет общаться по телефону, и для такой вакансии, конечно, нужен английский уже, свободный разговорный английский, и желательно без русского акцента. Да, а ты когда-нибудь разговаривала с поддержкой по телефону, там, когда кто-нибудь тебе звонит, нет? Сама имела опыт, нет? Разговаривала, да, Это? Ну, там же имела. сплошные индусы, то есть hello, my friend, how are you? Да-да-да. What is going on? Ну, то есть, знаешь, это вот, поэтому, мне кажется, там русский, украинский акцент, наш славянский акцент, он звучит более органично, нет? Ну, или это просто для моего уха? Не знаю, это американцев надо спросить. Но здесь же не Amazon, здесь же представитель компании, бренда какого-то. И если это американский бренд, и они хотят вот, чтобы Нет, все там было все солидно. американские бренды, куда ни позвони, все либо индусы, либо китайцы. То есть коничуа, вот это вот, если они писят, то это значит китайцы, а если вот это вот Да-да-да. hello, вот это вот глубокое какое-то, то это индусы. Здесь ничего другого нет, мне кажется. Есть такое, но вот, некоторые хотят, чтобы у них был действительно человек с чистым произношением, с грамотной речью, с грамотным письмом, и Ну, такие вот нет, ну, требования. это, конечно, хорошо. Знаешь, таких людей в Америке на самом деле очень не хватает, потому что половина американцев не поступает в колледжи, они заканчивают школу и вот и разговаривают на таком ужасном английском, что Мгм. допустим, английский у черных, никого не хочу обидеть, я нормально к черным отношусь, но у черных английский такой, что ты порой не понимаешь вообще, в какой стране ты живешь. Потому что он, вот это, знаешь, как 50 Cent, там, черный рэп, вот это вот. Вот они так Мгм. реально разговаривают, и как ты поймешь customer support, если он с тобой вот что-то тебе такое... Переспрашивать. Ай, Да, но, да, кстати, у этого customer support у них еще бывает, как бы не только иногда нужно отвечать на вопросы, а разруливать какие-то ситуации, то есть вот проявлять инициативность и самостоятельность, и там разобраться с какой-то ситуацией самостоятельно, решить что-то, принять решение. Вот заказчики хотят видеть у себя вот в команде таких людей, которые
могут взять какую-то частичку бизнеса и самостоятельно внести свой вклад и решить, а не только сделать какой-то копипейст, как у нас обычно это Мгм. на Амазоне, когда ты пишешь им или звонишь, они тебе копипейстом отвечают всегда. Да, ну там Здесь вообще такого ничего не понятно. неприемлемо. Когда тебе Amazon отвечает, то есть ты должен обращаться к Алене Жигир. Алена, привет, чтобы тебе она расшифровала what does it mean, что называется. Знаешь, что ты имел в виду, дорогой Amazon, потому что совершенно непонятно. Хорошо. Слушай, у меня к тебе, мы что-то заговорились. Все, кто нас смотрит, если вы хотите обратиться к Ладе за консультацией, или у вас есть резюме, или вы хотите найти работу в Amazon по любому вопросу, вот здесь вот в бегущей строке вы можете посмотреть Access to Success, то есть доступ к успеху 2019, собака@gmail.com, вот, и Лада с удовольствием с вами начнет диалог, или напишите ей в личку Лада Хазанов, она вам с вами тоже поговорит. Я правильно говорю, да? Да, правильно. Да. И еще вернемся к презентации. Здесь есть канал с вакансиями в Телеграме. Вы можете подписаться, вакансии онлайн. Вот запишите, не буду даже диктовать, как это выглядит. Вы видите на экране, можете посмотреть, переписать себе, связаться с Ладой в Телеграме и получить какие-то предложения. На самом деле, мне кажется, что это очень позитивно и интересно, потому что все мы, ну и вы, и мы, все хотим работать онлайн, и когда вообще одна из первых, по-моему, фич, почему нужно приходить в Amazon, это типа, ну, ты будешь работать онлайн, как это, с ноутбуком на пляже под пальмой, да, хотя это очень неудобно. Неудобно вообще. Ты пробовала, да, с ноутбуком под пляжем? Конечно. Под Вот, я пальмой у тоже бассейна пробовал все на пляж пробовала. брать ноутбук, это постоянный песок, ветер, какой-то И жара, ничего не видно. и ничего не видно, и как можно работать в такой ситуации. Хорошо. Да. Есть тебе что-то еще добавить про ту вакансию, которую мы сейчас говорили с тобой? PPC? Да. Ну, или по какую-то другую вакансию. Что ты можешь еще добавить, если тебе есть что-нибудь? Добавить единственное не о вакансии, а вообще про то, что касается PPC, так как это одна из самых таких востребованных вакансий. Мгм. Если вы считаете, что у вас нет достаточного опыта вот конкретно сейчас, именно конкретно на эту вакансию, все равно присылайте резюме обязательно. У меня есть база данных, и когда возникают какие-то, появляются новые вакансии актуальные, я просто буду делать рассылку. Вот Вот, это правильно, вот это круто. да, То есть да, если и вы оповещать. если вы безработный и где-то сидите в Урюпинске, то обязательно пришлите Ладе свое резюме, потому что на самом деле и в Америке, и во многих странах не хватает людей, которые реально хотят работать. И это беда повсеместная. В Америке последние 2 года это связано с коронавирусом, потому что значительно выгоднее многим людям сидеть на пособиях, чем работать реально. И вот наши там преп-центры регулярно вывешивают вакансии, и туда днем со днем не сыщешь людей, потому что реально работать некому. Вот. От тебя хочу вот что добавить. Ну, во-первых, вы все видите бегущую строку внизу и знаете, что если вам нужно открыть компанию в США, банковский счет, аккаунт на Amazon, то, безусловно, обращайтесь. И вот в связи с этим я тоже хотел еще сделать вакансию. Мне нужен человек, который бы... Я даже записал. Эта вакансия будет называться аккаунтер. Если ты мне, Лада, найдешь, я буду тебе очень признателен. Вакансия будет называться аккаунтер, но не с точки зрения, что это бухгалтер. С точки зрения, это человек, который бы занимался созданием аккаунтов на Amazon, на там, Walmart, еще где-то. То есть нужно от человека знание, понимание, что такое VPN, VDS, прокси, Safari, Firefox, настраивать нужно почты, учетные записи и вообще понимать, как это все работает, потому что запросов очень много на это, и я думаю, что с каждым годом все запросы будут расти, как это сделать правильно и аккуратно, знают немногие, но я знаю. Просто у меня уже времени не хватает на все на это. Я бы хотел кого-то научить для того, чтобы мы работали вместе. И зарплата тут в этой области не $700 в месяц,
как я всегда говорю, я готов платить 50% от того, что мы сделаем. Ну вот, то есть давайте работать не часами, а По головой. результату. Да, будем работать не 8 часов, а головой. Это, по-моему, Марк Цукерберг сказал. Или кто-то, или Илон Маск сказал. Кто-то из известных миллиардеров сказал, что давайте работать не часами, а головой, и тогда у нас будет намного больше результативность. И за 15 минут, проведенных с коктейлем на пляже, вы можете заработать пару тысяч долларов и потом целую неделю чилить где-нибудь там на Бали, да? Абсолютно верно. Но могу сказать, что на вакансиях, где есть ставка, там тоже нужно работать головой, потому что всегда проверяются за результаты, и просто прийти отсидеть у компьютера или там покопаться в Фейсбуке во время рабочего времени не получится. Понимаю, я абсолютно полностью с тобой согласен, но просто еще тратить время на то, чтобы кого-то контролировать, как он тратит свой рабочий процесс, то есть это, по-моему, непозволительная роскошь. Давайте, не хочу призывать к благоразумию, но тем не менее давайте работать головой. Вот. Я думаю, что если у вас есть какие-то вопросы к Ладе, вы пишите ей в личных сообщениях в Фейсбуке. Еще раз можете писать на e-mail. И целый канал с вакансиями у нее есть в Телеграме. И также она будет рада добавить вас в LinkedIn. Правильно? Да, все верно. Да, отлично. Если тебе есть что добавить еще, может быть, какой-то оффер у тебя есть, ты скажи, и мы, я думаю, будем на этом уже заканчивать. Спасибо. Я думаю, мы все обсудили уже, в принципе, по вакансиям. Открываются вакансии у меня постоянно и спонтанно, поэтому добавлять больше ничего не буду. Если есть какие-то вопросы, да, можете писать на mail, Facebook. Буду рада подсказать, ответить. Все, Лада, спасибо большое. Я очень был рад с тобой пообщаться. Да, И если спасибо. ты будешь где-нибудь скидывать какие-нибудь результаты своей работы или публиковать публично в Фейсбуке, я просто ни разу не видел в Фейсбуке вот такие, знаешь, реальные вакансии от агентств, потому что все время спрашивают, кто может помочь там с разбаном. И вот все отправляют куда-то. А здесь, Я если ты публикую, кстати. В группах я тоже публикую. Там, где пропускают, я публикую вакансии свои, да. серьезно, я не видел, значит, я Да. поставлю уведомление, и поставьте вы все уведомления на Ладу, что если она будет публиковать какие-то новости, чтобы они у вас появлялись в первую очередь. Вот. Я думаю, что на этом будем заканчивать. Спасибо, Лада, большое. Знаешь, у меня к тебе еще был последний вопрос. Где вы сейчас находитесь? В Украине, да? Да, в Я вот, знаешь, Закарпатье. решил сделать такой традиционный последний вопрос в стиле Дудя. Скажи, пожалуйста, что бы ты сказала мэру или губернатору или президенту того места, где ты сейчас живешь? Неожиданно. Конечно. Я люблю удивлять людей. Ну, что бы ты сказала мэру того города, в котором вот ты сейчас находишься? Где ты находишься? В Харькове или где? Я не в Харькове, я нахожусь в Закарпатье. В И я не Закарпатье. уверена, что я нахожусь в городе. Мы находимся где-то, наверное, в селе. Ну, там у Что вас бы я хорошо, да? сказала? Доделайте вот тот кусок дороги, который вы не доделали. Отлично, слушай, это даже в Америке порой есть такая проблема. Да. Давайте делать дороги все вместе. И будет дороги между людьми, Качественно. между Качественно. странами, да, и будет вообще все замечательно, да? Все, спасибо большое, Лада. Хорошего вам дня, успехов в вашем бизнесе и увидимся. Пока. Да, спасибо. Спасибо, пока.